Здравствуйте. Какое-то время назад, несколько дней назад, я выставил у себя в телеграм-канале новость о том, точнее слухи о том, что Министерство обороны Украины планирует запустить свой телевизионный канал. Что мы видим уже сегодня? Приходит подтверждение из СМИ о том, что это никакие не планы, а Министерством обороны уже получена лицензия на 10 лет на вещание, и название этого канала будет «Армия ТВ». А теперь давайте разберемся подробнее, чем это грозит вам, для чего это делается и главное, за чей это счет, за чей счет банкет. Помните, сколько мы с вами обсуждали скандал, что с бюджета выделяется 2 миллиарда гривен на телемарафон. Никому не нужно. Такой же пропагандистский, практически как и в России, телемарафон. Они пошли дальше. Резников, как министр обороны, а кто еще является идеологом в таких ситуациях? Конечно, Резников и непосредственно его лобби. Тот, кто его поставил на эту должность, Андрей Ермак, глава офиса президента. Они вдвоем решили, что закупка яиц и яблок там, по 50 гривен, которые на самом деле 17, и все эти скандалы на 300 миллионов долларов лишь на одном контракте по закупкам Минобороны, это чепуха. И пора взять уже покрупнее, да попроще, чтобы туда кто угодно нос свой не засунул. Они решили создать телеканал. В каком нормальном... Вот представьте, чтобы у Минобороны США или у Минобороны Германии был свой телевизионный канал из государственных средств. Да их бы сожрали просто общество. Посмотрите, что происходит в мире. Во Франции подняли чуть пенсионный возраст. Горит Париж. В Израиле Нетаньяху делает какую-то непонятную реформу судебную, как он это называет. Я его фанат и сторонник был, но этот шаг мне его непонятен, но сейчас не об этом. Израиль маленький, посмотрите, сколько людей на улице. Для такой маленькой страны творятся невероятные вещи, которые уже угрожают национальной безопасности Израиля. Здесь война, и под этим соусом хотят вам всем заткнуть рот, чтобы вы даже не пикнули ничего. Мало им телемарафона, хотя в соцсетях мы эту тему с вами раскачивали, и другие нормальные люди в соцсетях его раскачивали. Они запускают «Армия ТВ». Но давайте я вам зачитаю, под каким соусом они все это пытаются преподнести. Источник РБК Украина. Министерство обороны Украины запускает телеканал «Армия ТБ», который будет вещать на спутнике. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Нацсовет по телевидению и радиовещанию. Сообщается, что Нацсовет выдал Минобороны лицензию на спутниковое вещание сроком на 10 лет. Вещатель избрал информационно-аналитический формат с фильм-показом и подборкой публицистических музыкальных произведений. Медиа-менеджер и продюсер Иларион Павлюк, который теперь служит в Минобороны, объяснил, что это канал, который создают военные для военных и о военных. Его целевыми аудиториями являются семья, родственники, друзья военных, а также те, кто потенциально могут прийти в ряды ЗСУ. При этом весь контент должен быть понятным для гражданских. Напомню, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщал, что каналы телемарафона получат государственную поддержку, но она не покроет расходы. А теперь начинается самое интересное. 6 каналов, работающих в телемарафоне «Единые новости», в ближайшее время получат поддержку от государства. Это будет бюджетное финансирование. Об этом в интервью РБК Украины рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Определенная поддержка в ближайшее время будет, вы это увидите в публичном пространстве. Но даже эти средства не покроют каналам затраты на производство новостей и содержание редакций, сказал министр. По словам Ткаченко, редакции сами решают, кого приглашать в эфир. Никаких нежелательных тем и стоп-писем в марафоне нет, имеется в виду стоп-листов. Это неправильный здесь перевод, стоп-листов. Это когда запрещают определенным фамилиям, ну, например, мне, включать меня в эфир телемарафона. Кроме того, как пояснил министр, вряд ли новостные каналы появятся в телемарафоне. Сейчас уже сложно что-то видоизменять. Это же конструкция, которая сложилась во время войны. Это 6 сменяющих друг друга каналов. Добавление одного или другого приводит к полному изменению всего характера этих 6 каналов. По его информации, рейтинг марафона держится примерно на 13-15% постоянных просмотров. Мы не можем говорить о том, что его телемарафон перестают смотреть. Но в целом просмотр телевидения падает, добавил Ткаченко, уточнив, что не видит усталости украинцев от телемарафона. А что этот клоун может еще предсказать, рассказать? Очевидно, что рейтинги уже на дне, уже люди устали от этой контрпропаганды, от этой брехни, примитива и тупости. Так давайте им еще «Армия ТВ» сделаем. От военных и для военных. Кто это поверит, кому эта чушь нужна? Вот у меня сейчас на канале много зрителей, чьи родственники служат в ЗСУ.
Скажите, что вам важнее? Что вам кто-то там с телеэкрана, который вы канал этот точно смотреть не будете, контрпропаганду сказки порассказывал? Вам будут там рассказывать, что мы побеждаем, все хорошо, а ваш родственник, сын, муж, не знаю, брат, знакомый ваших знакомых, друг ваш, сотрудник бывший, будет звонить и говорить, что у него нет там зимней одежды, или дронов у них нету, или оружия им не хватает, или питания им не хватает. Понимаете, что происходит и что они хотят сделать? Они хотят сделать из вас русских. Они хотят заниматься тем, чем занимается Соловьев, Скобеева в России. И другого объяснения этому нету. Украсть и оболванить людей. Выставить, как все замечательно. То есть опять вас дезинформировать. Так, как они это делали до начала войны. Сказав, что едете на шашлыки, Пасха скоро, там еще куча праздников, будем шашлыки жарить, все будет хорошо. А потом сам Зеленский в своем новогоднем видеообращении показывает, как разрушали ракетами русские нашу страну. Точно такая же ситуация будет и в этот раз. Они хотят вас постоянно и в 100% случаев обманывать, чтобы вообще слова правды не знали. Что потом, когда вы будете заходить в YouTube, слава богу, тенденция пошла, отказ от телевидения, переход в YouTube, и я веду каждое воскресенье прямые эфиры, и это не мои слова, а тысяч людей, что это гораздо интереснее, и это честно. Да, не все сладко, да, много негатива, казалось бы, но это правда. Переходите в YouTube. Без YouTube ничего не получится. Цифры телемарафона ужасающие. Ужасающие. Расти они не будут, они будут только падать. Я не знаю, чем мотивированы, кроме денег, журналисты, которые каждое утро просыпаются и идут делать вот этот примитивный контент. А по-другому он просто не называется. Но самое главное, я хочу ваше внимание заострить на важном. На то, что это делается за бюджетные деньги. Вас во время войны никто не спросил. Мы все знаем, что у нас по всем фронтам проблемы. Я имею в виду сейчас не только военные. Везде не хватает, как всегда, пожизненно с 91 года, везде ни на что не хватает денег. Сколько сейчас финансовых проблем в ЗСУ? В той или иной степени, чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо, везде нужны деньги. Ничего лучше не нашли, как вот это такое сделать. Они сейчас, конечно же, будут там пытаться рекрутировать, делать ролики, чтобы людей вдохновлять и заохочивать идти в ЗСУ. Ничего этого не получится. Потому что, что бы вам в ролике не показали, уже война на той стадии, когда мы все знаем минимум несколько человек, которые реально были или сейчас находятся на фронте, и как реально обстоят дела, и как ведут себя командиры. Армия – это всего лишь срез общества. В любом обществе, тем более в такой большой стране, как Украина, есть негодяи, наркоманы, мерзавцы, хорошие люди, герои, порядочные, нейтральные, никакие. Понимаете? Точно такое же и в армии. Поэтому этот телеканал просто очередной пилёж денег. Инициатива Ермака и Резникова, который там дурачка все время и улыбка у него не сходит, как будто бы все хорошо и замечательно. Понимаете, роль эту играет перед камерами. И перед вами, хочет казаться лучше, чем он есть. А мы уже с вами цену ему знаем. И я горжусь тем, что я еще находясь в Киеве первый о нем сделал видео. Я уже по первому его интервью полностью увидел этого человека насквозь. Ну, слава богу, что хоть сейчас уже все общество знает, кто это такой. И по сути, он удержался только благодаря тому, что сейчас война, иначе по стране бы пошли такие же протесты, как в Израиле. Я в этом убежден. И не было бы выхода. А так Зеленский, лично Зеленский его оставил. Знаете почему? Потому что он полностью, как во всем, полагается на мнение Ермака. Ему внушили, что ты понимаешь, сейчас убрать Резникова, сейчас поставки оружия сорвутся. Это же все работа Ермака. У Зеленского нет своего мнения и нет компетенции это мнение сформировать ни по одному поводу, ни по одному вопросу. Но додуматься, когда уже более года идет война, делать телевизионный канал за госсредства, выше маразма я просто представить не могу. Когда нужно наоборот все приватизировать, чтобы все уходило в частные руки, я каждый эфир об этом говорю, они очередное, по сути, делают госпредприятие. 4000 первое, я сейчас не шучу. В Украине 4000 госпредприятий. И все они убыточные до единого. Это все бездонное дно, куда сваливаются ваши деньги с ваших карманов. Тот самый НДС, который вы платите в каждом практически магазине. Те все куча налогов, которые вы прямо и косвенно платите, как бы вы от них не пытались уходить. Все бездонное дно. Американские налогоплательщики подключились. И все равно мало. Скажите, пожалуйста, сколько еще Америка должна дать денег, чтобы их хватило? Но с такими действиями, с такими аппетитами, они дадут 100 миллиардов, скажут мало. Надо еще открыть телеканал Министерства сельского хозяйства, показывать, как кукуруза хорошо растет и как ее правильно выращивать. Это очень интересно. Надо, наверное, еще, не знаю кому, Министерству спорта сделать во время войны спорт показывать, значит, как это все работает.
Министерство образования неплохо сделать свой канал, там сейчас новый министр, как детей правильно учить. Замечательно получается. Никто в мире так не живет. По крайней мере, нормальные демократические страны так не живут. В тоталитарных странах, в Северной Корее, я верю, что Ким Чен Ын может запустить такой канал. Путин, наверное, может запустить такой канал. Китайцы могут запустить этот канал. Особенно, когда пахнет войной. Для того, чтобы, как вы понимаете, да, влить в нужную информацию, они это сделают таким образом. Но я не представляю нормальную страну. Почему Израиль, который с дня основания, с 1948 года находится в состоянии войны, сегодня уже 2023 год, у них нет телеканала, который финансирует Минобороны, и собственником которого является Минобороны. А в Украине надо. Вот задайте себе этот вопрос, напишите мне в комментариях ваше мнение. Если у вас есть родственники, друзья, которые в ЗСУ, когда вы с ними общаетесь, по возможности задайте им этот вопрос, нужен этот канал или нет. Напишите в комментариях. Мне нужно ваше мнение. Потому что то, что я сейчас вижу, это невозможно. Понимаете, культурных слов у меня нету. У меня нет для этого культурных слов. Я сконцентрировался на Ермаке и Резникове, а этот негодяй Ткаченко, министр культуры, этот клоун, недоминистр культуры. Еще раз подчеркиваю то, что я говорил в предыдущем видео, когда рассказывал про Дубинского, что уже нам Дубинского засунули в телемарафон, показать, какой он великий меценат и волонтер, который под американскими санкциями. Вообще его нельзя показывать людям. Нам сейчас Америка дает такие бабки, вы показываете чудака, которому Америка волчий билет вручила. Так они теперь Ткаченко подняли. И еще одна шестерка Коломойского. Кто забыл, я вам покажу, как Коломойский с ним разговаривает. Алло. Блюдо, никак не напиздишься. Здравствуйте, Игорь Валерьевич. Здорово. Да. Ты что, не видишь, я тебе звоню? Я не... Как только увидел, сразу взял. Бросил другой разговор. А ты где? В офисе. А что ветер? Вышел на балкон, чтобы люди, которые сидят в комнате, не слышали нашего разговора. А кто у тебя сидит в комнате? Сидят наши юристы и Ярик по поводу панели Нильсон. Эти мудаки не хотят отключать города в Луганске, ТРК Украины и Донецке. И мы им сейчас придумываем коварный план за это. Ага. Понял. То есть, понятное дело, что Коломойский его не уважает. Это такой полезный дурачок, который будет выполнять все прихоти хозяина. Вот кто такой Ткаченко. Сделали его целым министром культуры. Он сейчас ничего... Понимаете, у этих людей полностью они лишены стыда, совести. Им все равно. Он вышел, РБК Украина, официально дал информацию. Абсолютную чушь, абсолютное вранье. Сам себе противоречит. Рейтинг постоянно держится, просмотров 13-15%. Просмотр телевидения в целом падает, но проблемы я не вижу, усталости украинца от телемарафона нету. Да все вы сейчас напишите в комментариях, что вы все уже блевать хотите от этого телемарафона. А я всегда говорил, и сейчас, завершая это видео, хочу вам сказать, один только есть ключ к правильной информационной политике. Правда. Горькая, но правда. Когда вы занимаетесь контрпропагандой, в ответ на ту всю чушь, с которой мы смеемся с вами каждый день в сводке новостей, что вытворяют на Раша ТВ, мы же смеемся с вами с этого. Мы же смотрим телеграм-каналы, там эти ролики выкладывают каждый день. Мы же смеемся с дураков этих откровенных просто, что там творится. А наши просто на 180 градусов разворот и такую же туфту пытаются вам в уши внести. Так кому это надо? Скажите, пожалуйста, вы за правду или вы за контрпропаганду? Вы же все взрослые разумные люди. Разве нужно с вами как с болванами общаться? А именно этим будет заниматься канал Армия ТВ, как и телемарафон. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пока.